Провитание, мои дорогие сябры, снова витаю всех на своем канале. Мы продолжаем наше небольшое путешествие по Южной Каролине, и сейчас мы заехали по пути из Колумбии в Чарльстон на побережье Атлантического океана, на остров Салливана. Он представляет собой город и остров в округе Чарльстона. Это местный курорт Южной Каролины. Население здесь небольшое, всего 2000 человек. Это столичный район Чарльстона и считается самым богатым пригородом. Остров был назван в честь капитана О'Салливана, который командовал одним из кораблей Первого флота, основавшего колониальное поселение Чарльстон. Остров имеет впечатляющее историческое прошлое. В определенные исторические эпохи остров играл свою ключевую роль. Долгое время остров использовался в качестве карантинной зоны для привезенных африканцев. Их сначала проверяли на инфекционные заболевания, а затем отвозили в Чарльстон для продажи на публичных торгах. В Чарльстоне располагался самый крупный невольничий порт Северной Америки, и посчитано, что более половины, если не все, афроамериканцы имеют предков, которые прошли через остров Салливан. Кстати, остров Салливана упоминается и в нескольких литературных произведениях. И совсем рядышком находится чудное местечко под названием Остров Пальм, который является барьерным островком и входит в городскую зону Чарльстона. Он расположен на узкой полосе земли, примыкающей к пляжу, отделен от материка береговым водным путем. Здесь большое количество пляжных домиков и местных ресторанчиков. Сейчас мы въезжаем к городу Чарльстон, самому крупному городу Южной Каролины. Расположен город в одноименной бухте в заливе Атлантического океана, образовавшегося слиянием трех рек – Эшли, Ванда и Купер. Основан он был в 1670 году как Чарльстаун в честь короля Карла II на западном берегу реки Эшли, но в 1680 году, через 10 лет, он переехал на нынешнее свое место. А в 1783 году он стал полноправным городом и в течение сотни лет оставался в числе 10 крупнейших городов Северной Америки. Единственное, что я знала об этом городе, это то, что здесь родился знаменитый в прошлых столетиях танец Чарльстон. Позже, парившись в интернете, я узнала, что в 1770 году здесь был открыт колледж, и буквально через 100 лет он стал первым университетом Америки. Здесь также была открыта и первая публичная библиотека, и первый театр. А кроме всего прочего, здесь был основан первый гольф-клуб Соединенных Штатов Америки. Конечно же, значение Чарльстона в основном в американской истории связано с его ролью крупного порта работорговли. Работорговцы из Чарльстона первыми прорвали монополию Королевской африканской компании и стали пионерами крупномасштабной работорговли XVIII века. В 2018 году город официально извинился за свою роль в американской работорговле. Между войной за независимость и гражданской войной Чарльстон пережил экономический бум, особенно для высших слоев общества. Хлопок стал основным экспортным товаром, особенно после изобретения хлопкоуборочной машины в конце XVIII века, которая позволяла увеличить производительность в 50 раз, а также повысилась важность рабов. Это привело к огромному богатству для небольшой части общества, которое финансировало впечатляющую архитектуру и культуру города. Даже произошло и переименование города из Чарльстауна в Чарльстон. До гражданской войны Чарльстон оставался единственным крупным американским городом, в котором большинство населения составляли рабы. В 1808 году ввоз рабов был запрещен. Так, сегодня мы приехали в город Чарльстон, Южная Каролина. Это старейший город, наверное, или один из старейших на всем побережье. Может быть, он где-то ровесник Бостона, может даже, может чуть-чуть помладше, но город достаточно старинный, очень много построек 17-18 века и 19 века. Город изумительно красивый. Чарльстон считался одно время крупнейшим городом на восточном побережье, потому что здесь, так сказать, было не очень приятное историческое у него наследие. Это был город рабовладельчества, работорговли. Здесь все это начиналось.
и он поэтому был достаточно богат. Вот, стою своих ребят, двигаюсь дальше, но город очень красивый, потому что здесь, конечно, проживали богатейшие люди. Вообще прочитала в истории, что все рабовладельчество и многочисленные рабы и плантации принадлежали, собственно, 10 семьям основных. Поэтому здесь в какое-то время был такой олигархический строй. Вот. Здесь были также и свободные люди, были свободные афроамериканцы, но по большей части здесь, конечно, преобладали рабы. И одно время, когда после гражданской войны, когда здесь, так сказать, запретили рабство, эти города были практически полностью черные. Здесь было в основном черное население. Вот. Но где-то с 90-х годов прошлого века, вот с 90-х годов, здесь в основном стали переселяться достаточно богатые белые люди, и уже демография города поменялась, и здесь уже 70% белых проживает, а афроамериканцы уже переместились в более дешевый район. Здесь исторический район Чарльстона. Он, конечно, очень красивый, и в его годы процветания здесь, конечно, они настроили огромное количество красивейших зданий, и просто ходишь и поражаешься, в общем-то, какой милый городок. Ходим, гуляем по парку около музея истории Чарльстона. Ну, еще в двух словах вернусь немножечко в прошлые века, за счет чего Чарльстон стал таким богатым городом, за счет в основном торговли хлопком. Здесь огромные хлопковые поля. Они даже начали смещаться дальше в середину штата. А здесь уже в основном жили плантаторы, поля и большая часть населения. Тут было, оказывается, огромное переселение, около 1 миллиона человек, рабов переселили в центр штата, где уже разворачивались огромные плантации. Но все это, конечно, пришло к какому-то своему логическому концу после гражданской войны. Ну, даже где-то здесь, возможно, гуляла Скарлетт О'Хара. Почему бы и нет? Благодаря этому в середине XVIII века Чарльстон стал оживленным торговым центром и самым крупным городом к югу от Филадельфии. Однако после гражданской войны в развитии города наступил ощутимый спад. Возможно, именно это и повлияло на то, что городской пейзаж очень низкий. В Чарльстоне нет многоэтажных зданий, зато в городе сохранились целые исторические кварталы с живописными улицами и домами. Настоящий клад до города – это здания и особняки раннего колониального, викторианского, неогреческого, классического, федерального и других архитектурных стилей. И также силуэт города украшают многочисленные шпили церквей, выделяющиеся на фоне малоэтажного горизонта. Колонизация этих мест началась в 1671 году. Первые поселенцы построили здесь 2 деревни, одну на западном берегу реки Эшли и назвали ее Чарльстаун, вторую на месте слияния рек Эшли и Купер. В те времена на этих территориях проживало много индейских племен, с которыми поселенцы периодически вступали в союз и расторгали. В итоге первая деревня, Чарльстаун, быстро сократилась и исчезла, в то время как другая деревня крепилась и разрослась, и в итоге формально заменила первоначальный Чарльстаун в 1680 году, потому что это место оказалось более защищенное и имело доступ к прекрасной естественной гавани. И буквально через 20 лет после высадки первых поселенцев это поселение стало 5-м по величине в Северной Америке. Буквально с момента своего основания Чарльстон привлекал пиратов. Сочетание очень слабого правительства и коррупции сделало город популярным среди пиратов, которые часто посещали город и совершали набеги на него. Есть зафиксированный случай, что пират Черная Борода в течение нескольких дней осаждал город и освободил своих заложников, ушел в обмен на ящик с лекарствами. А это очаровательный старинный французский квартал, один из самых древних и колоритных в городе.
Во время гражданской войны город был захвачен без заметного ущерба, поэтому в городе сохранились очень многие старые здания. Сложно поверить, но к концу первой половины XVIII века в городе вспыхнуло около 8 эпидемий оспы, малярии и желтой лихорадки, которые унесли более 2/3 жителей всего города. Также одной из достопримечательностей Чарльстона является висячий мост через реку Купер. Длина его более 4 километров, и на момент его строительства в 2005 году это был самый длинный мост в западном полушарии. Конструкция моста способна выдерживать даже землетрясение 7,5 баллов. На этом я развітваюся з вами і зустрінемося у наступному відео.